всех на моем канале о вязании. Меня зовут Марина, и в этом видео я хочу рассказать, как я вязала вот такое платье. Это мой небольшой эксперимент. Я хотела соединить в одном изделии вязание спицами и крючком. Кто хочет со мной связать это платье, приятного просмотра и легких петелек. Юбку, конечно же, я буду начинать, вот так сложу пополам, найду середину спинки и начну отсюда вывязывать круговые ряды крючком. Так. Итак, я нашла серединку. Я вот здесь сделаю небольшой узелочек для начала и начну вязать. Просто по закрытым петлям вывяжу первый ряд. Столбиками без накида. Крючком номер 3. Хочу обратить внимание, что я поменяла крючок. Почему поменяла крючок? Потому что когда я снимаю петли или набираю петли для спиц, удобнее, конечно, крючком без ручки, мне удобнее. А когда просто вяжу крючком, удобнее, конечно, крючок с ручкой. Поэтому я поменяла крючок. Он тоже номер 3, просто с ручкой. Еще один момент. Если мы провяжем каждую петельку столбиком без накида, то у нас будет широковато. Полотно будет широким и волнится. Мне этого не нужно, поэтому я через 5 петель, вернее через 5 столбиков пропускаю одну петельку. То есть вот я провязала 1, 2, 3, 4, 5, пропускаю одну петлю, шестую петлю, а дальше снова вяжу 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. То есть в 5 петель я столбики провязываю, шестую пропускаю и повторяю снова. Если у меня в конце ряда, допустим, останется, потому что мое количество петель, 112 петель, не делится на такие убавки, ровно не делится, поэтому там, если останется 2-3 петли, я их провяжу как есть, не буду ничего пропускать. Ну и, конечно, кончики прячу по ходу вязания. Пропускаю. То есть вот так обвязываю кончик ниточки. И сразу будет аккуратно убран. Итак, вот у меня осталось 3 петли. Я одну пропущу и 2 провяжу последних. Вот так я решила сделать. И соединительную провязываю.
Круг замкнулся. А теперь пересчитаю петли и начну первый ряд узора юбки. Я провязала ряд столбиками без накида и распределила, помогла себе, чтобы у меня далее рисунок был симметричный. Я вот так маркерами обозначила. Рисунок у меня будет по схеме состоять из таких веерков, и маркерами я обозначаю, где у меня веера будут. У меня мой рисунок, раппорт рисунка составляет 10 петель. Но я так распределила, что у меня по 9 петель в раппорте отведено. Я скорректирую для того, чтобы юбка была пошире немного, а не узкая. В общем, чтобы узкая не была. И как я начала распределять? Во-первых, я отметила середину переда, ориентируюсь на среднюю петлю планки для пуговицы. Сразу сюда маркер поставила. И отметила я боковые, середину бока, середину подреза, среднюю петлю подреза. Это у меня бока. Вот они другими маркерами обозначены. А дальше уже пересчитывала. В общем, у меня боковые маркеры остались чисто, ну так вот, для ориентира. И дошла я до спинки. Вот у меня спинка. Но на спинке у меня так получилось, что немножко меньше петель, 8 петель здесь получается. И начинается, в общем, не там, где мне нужно. Поэтому соединительными петлями я немножко перемещусь. Вот так вот. Ближе к вееру. И оставлю 2 петли до веера. Вот они, 2 петли. Делаю петлю подъема, ввязываю первый ряд раппорта, но он как бы установочный, потому что далее уже первый ряд раппорта будет вязаться немножко по-другому, ну, слегка отличаться. И дальше в отмеченный маркером петлю, в отмеченный маркером столбик я провязываю веер из 5 столбиков с одним накидом. Маркер уберу, мне теперь будет мешать. Раз. Два. Три. 4, 5. Далее у меня по схеме нужно пропустить 2 столбика без накида предыдущего ряда. Но так как у меня оставлено на 1 столбик меньше, я пропускаю только 1 столбик. Следующий провязываю столбик без накида. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Здесь пропускаю 3 столбика в предыдущем ряду. 1, 2, 3. И в 4 провязываю столбик без накида. Далее 2 петли у нас до маркера. Все правильно. Убираю маркер. И так я буду дальше и вязать. Через 2 петли провязывать, через 2 столбика провязывать веер из 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. Затем только 1 столбик пропускаю и провязываю столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, через 3 столбика в 4 еще столбик без накида.
И далее у меня как раз отмеченный маркером веерок вывязывается в петлю. И так до конца ряда. Итак, я провязала последний отмеченный веерок и столбик без накида. И мне нужно соединить, то есть здесь 3 воздушные петли и соединительная петля. Но я сделаю по-другому. Немножко я одну петельку воздушную провяжу, а вместо соединительной провяжу столбик без накида. Вместо 3 воздушных петель. И вот так вот его вывяжу. Столбик еще один. Это уже будет относиться к следующему ряду. Так, второй ряд вяжется таким образом. Воздушный столбик я провязала как бы без накида. Воздушная петля. А далее в каждый столбик веерка я провязываю столбик с одним накидом. Воздушную петлю, столбик с накидом, воздушную петлю. И так в каждый столбик у меня получится 3 столбик воздушная петля, 4 столбик воздушная петля и 5 столбик с накидом. Снова воздушная петля. И под цепочку в предыдущем ряду я провязываю столбик без накида. И далее повторяю. Воздушная петля, 1 столбик с накидом, воздушная, 2 столбик, воздушная, 3 столбик, воздушная, 4 столбик, воздушная, 5 столбик и воздушная петля. И под цепочку из 3 воздушных петель столбик без накида. И так до конца ряда. Я подошла к концу ряда, воздушную петлю провязала и вот в эту петельку, первый столбик, соединительную петлю провязываю. Приступаю к вывязыванию 3-го ряда, и здесь будет уже вывязываться в шахматном порядке тот же раппорт рисунка, но только уже в шахматном порядке начинаю с вывязывания веера. 3 петли подъема и еще 1 столбик с накидом. Провязываю только не 5, в веере 5 столбиков с накидом. Я провязываю как бы первые 2, вернее последние 2 столбика веера. 3 петли подъема считаются за столбик и еще 1 столбик с накидом. Далее в предыдущем веере 1 столбик пропускаю, во второй провязываю столбик без накида, 3 воздушные петли, 3 пропускаю в 4 столбик без накида. А далее вяжу в столбик без накида предыдущего ряда, вывязываю веер из 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. Далее снова 1 столбик пропускаю, во второй столбик без накида, 3 воздушные петли и в 4 тоже столбик без накида. И так повторяю до конца ряда. Я подошла к концу ряда, провязала 3 воздушных петли, столбик без накида. И теперь мне нужно закончить вывязывать веер. Здесь нужно провязать еще 3 столбика с накидом. 1, 2,
2 и 3. Так. В третью петлю подъема я провязываю соединительную петлю. Ряд провязан. Теперь снова я повторяю второй ряд. Точно так же 3 петли подъема, еще одну воздушную петлю, следующий столбик провязываю, столбик с накидом, воздушная петля, и подарочку из воздушных петель провязываю столбик без накида. И далее в каждый столбик веера я провязываю столбик с накидом, одну воздушную, столбик с накидом, воздушная, третий столбик с накидом, воздушная, четвертый столбик с накидом. В общем, повторяется второй ряд точно так же. Этот раппорт рисунка состоит из 2 рядов, но со смещением, то есть в шахматном порядке. Если считать, что в шахматном порядке, тогда 4 ряда раппорта. Довязываю до конца ряда. Изменяется только начало ряда. Ну и конец, соответственно. Я подошла к концу ряда, провязываю остальные столбики с накидом веера в предыдущем ряду. Воздушная петля, еще один. У меня здесь вывязывается 3 столбика. Довязываю 2 уже связаны, воздушная петля и соединяю в третью петлю подъема, провязываю соединительную. Приступаю к вязанию следующего ряда, то есть мы теперь сместились, и у нас будет получаться так же, как и первый и второй ряд. Провязываю одну петлю подъема вместо столбика без накида. И дальше столбик без накида предыдущего ряда вывязываю веер из 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и далее так же, как и предыдущий. Раз я уже показывала, в ряду мы провязываем во второй столбик без накида, 3 воздушных петли и снова столбик без накида. Итак, я последний веерок в ряду вывязала и столбик без накида. Теперь следующий столбик в четвертом столбике веера, этот провязан. Здесь мы должны провязать 3 воздушные петли и замкнуть в круг. Но я сделаю так: провяжу 2 воздушные петли, а вместо третьей в петлю подъема я провяжу столбик без накида. И вот так провяжу. Далее у меня будет в следующем ряду, здесь должен вывязываться столбик без накида, поэтому я просто подцепляю крючком петельку. У меня сейчас 2 петли, как бы вывязываю столбик без накида. И дальше я буду вязать уже тот ряд, где у меня в веере воздушную петлю провязываю и веер провязываю столбик с накидом и воздушную петлю. То есть вот этот второй ряд вывязываю я. И так далее. Так, сейчас провяжу. И так далее. Дальше рисунок повторяется.
раппорты повторяются. Что еще? Ну, вот видите, у меня получилась не сильно широкая юбочка. А здесь еще ленточка, как припосадит юбку. Но чтобы юбка расширялась и была более красивая, расширенная, я буду менять крючки. Сейчас я вяжу крючком номер 3. Вот этот ряд я сейчас переначну по новой. Я уже перейду на 3,5. Свяжу тоже несколько рядов. Вернее, я второй ряд раппорта сейчас провяжу крючком номер 3. Далее я буду вязать крючком 3,5. Несколько раппортов. Ну, 2, наверное. И крючком 4 еще 2. Посмотрю по длине. Если длина будет достаточная, то закончу на этом. А если нет, то возьму еще крючок 4,5 и закончу уже вязать юбку крючком 4,5. За счет изменения номера крючка толщина как бы вязания увеличивается и такое расширение получается.